Привет! Привет, друзья! С вами, как дикторы, ведущие, да? Коля Жаров и Люся Маратканова. Ребята, привет всем! Кто-то нас знает, кто-то нас не знает. Давайте вот сюда смотри. Да, сюда. Мы очень коротко представимся, потому что на самом деле в всех этих представлениях смысла нет. Ну, скажем, что вот Люся там фотограф, мы путешественники, авантюристы, да? Но на самом деле самое главное, что про нас нужно сказать. Мы хорошие люди. Мы хорошие, добрые люди, да. И мы поняли, что жизнь наша — это один большой эксперимент, а точнее череда экспериментов, которые мы можем ставить на себе и с собой. Тем и занимаемся последние несколько лет. Вот. И в этом видео мы хотим рассказать как раз-таки об очередном очень важном для нас эксперименте, который неожиданно нас свалился, вторгся в нашу практически жизнь, нас не спрашивая. И мы теперь вторгнемся в жизнь вашу и расскажем вам о нем. Мы будем снимать серии видео, отчеты о том, как идет развитие этого проекта, какого мы сейчас скажем буквально через минутку, да, потерпите. Вот. От нуля до конечной стадии. Да, поэтому это первое видео, в котором мы расскажем, собственно, что это за идея, анонсируем вот это вот онлайн-слежение, онлайн-дневник. Вот. И дальше будут следующие видео, которые будут раскрывать следующие шаги. Итак, что за идея? Давай, Люся. Хорошо, друзья, мы ни с того ни с сего. В дырочку. Мы решили построить в Бразилии центр естественных родов, международный центр естественных родов и эко-деревню вокруг. Да. Пара-па-па-пам. Не знаю, кому из вас эта тема в принципе интересна, а кому нет, но уж простите, как есть. Центр будет называться Гравита, деревня вокруг, гравитация. Это вот то, что называется выжимка. Это центр, в котором будут случаться и происходить на регулярной основе естественные роды женщин со всего мира. Потому что в настоящее время, Люся не даст соврать, и вы мне не дадите соврать, уважаемые слушатели и зрители, что преобладает у нас традиционный вариант родовспоможения, да, который далеко не всегда, а точнее сказать всегда, наверное, можно даже так, отличается рядом негативных последствий как для мамы, так и для ребенка, так и для папы, между прочим, тоже. Вот. Поэтому и есть альтернативные варианты, естественный род, так называемый. Мы сами родили нашего ребеночка здесь, в Бразилии, как раз-таки, год и 4 там назад, и родили его дома. Это был наш сугубо интимный семейный процесс, и мы поняли, что это лучший вариант вообще того, как это может происходить. Но далеко не все такие, как мы, скажем так, кто-то называет безбашенными, сумасшедшими, хотя мы считаем, что это на самом деле просто важный, серьезный шаг, осознанный, который могут сделать все родители. Да, на наш взгляд, это не безбашенный и сумасшедший поступок рожать дома, это самый, что ни на есть, разумный и максимально ответственный, когда ты полностью всю ответственность за появление на свет своего будущего ребеночка, за свое состояние, за его здоровье, за свое здоровье. Ты берешь на себя, а не перекладываешь это на зачастую далеко некомпетентных врачей и помощников. Да, это, может быть, мы отдельно расскажем нашу философию, наше мировоззрение, но мы поняли, что для нас это лучший вариант. Но мы понимаем одновременно, что далеко не для всех этот вариант подходит по тем или иным причинам сейчас. Психологически, эмоционально, еще какие-то. Но, тем не менее, и рожать в больнице традиционно тоже не хотят. Может быть, был уже опыт первых родов, вторых, да, в больнице, и точно уже женщина понимает, что уж чего-чего, но повторение вот того случая она не хочет. Того опыта. А как по-другому не видит альтернативы. И вот тут, как чертики из коробочки, появляемся мы. Потому что мы считаем, что это замечательная альтернатива как раз-таки традиционным родам. Да, по всему миру есть центры аналогичные, слава богу, они есть, они появляются. В так называемых... Растут как грибочки, пусть растут дальше. Пусть растут все больше и больше. В России эта тема вообще не развита, в странах СНГ, думаю, тоже. Это нормальный и такой естественный цивилизованный способ в большинстве, цивилизованных стран мира. К сожалению, немногие страны попадают в этот список. И для тех жителей, которые живут в странах, не попавших в этот список, мы с удовольствием. Да, есть практика, когда женщина ездит по миру, находит роддом, скажем, в Германии, в Израиле, но есть и центры естественных родов, в которых это мало напоминает больницу, точнее, скажем, совсем не напоминает. И наш центр — это точно уж то, что, но это точно не больница. Это скорее такое большое уютное гнездо. Гнездо, как мы любим говорить. Вот. Это, давайте расскажем, что из себя представляет. Давайте так, да, представьте, что вы птичка, представьте, птичка, и вы летите
над прекрасными зелеными атлантическими лесами Бразилии. И видите с высоты вашего птичьего полета маленькое уютное нечто, вокруг которого сосредоточены такие же маленькие уютные домики. Много домиков для всех желающих. Все, я все сказала, вы все представили, вот так оно и будет. Да. Ладно, без шуток, давай. По сути, это, представьте такую эко-деревню, которая расположена в действительно, что называется, любят говорить, экологически чистом месте, а уж куда более экологически чистого места, чем Парати, в котором мы находимся, потом можно погуглить Парати. Это удивительное место, оно действительно чистейшее. У океана, в густых прекрасных лесах, водопады, все что угодно. И наш центр будет как раз, что называется, все из этого он соберет, потому что он будет находиться, по сути, не в черте города, да, он будет находиться в такой заповедной зоне, по сути, где леса, водопады, горные реки, действительно, это не для красного словца мы говорим, действительно так и есть. При этом цивилизация в непосредственной близости, госпиталь в непосредственной близости, буквально в пределах 15 минут езды, на всякий случай, естественно. Да, но это что касается природная красивая часть, то есть рожать здесь одно удовольствие, готовиться к родам, получается, семья или женщина одна, или с мужем, с партнером, с детьми, приезжают заранее. Бразилия, слава богу, позволяет гражданам большинству стран 6-месячное пребывание на территории страны. Получается, можно приехать загодя, заранее выбрать себе домик, который мы для вас уже, соответственно, приготовим, построим. Встретят, проводят, все расскажут, абсолютно все бытовые вопросы. Это в наших мечтах пока, да? Вы не думайте, что это уже вот тут вот у нас. Пока у нас 0, напоминаю. Вот. Вы приезжаете, живете, обустраиваете свое гнездышко, вьете в своем домике. Мы решили не распространяться так подробно в первом видео. Ладно, все. И рожаете. При сопровождении профессиональных акушерок, да, естественно, все это курсы, обучающие, образовательные и все прочее. Это потом расскажем. Мы, вот сидя здесь, на диванчике, в подушечках, вместе с вами, вот в этот самый момент, говорим, обещаем, что мы построим в течение нескольких ближайших лет, желательно не 125, сроки не называй. Да, сроки не называем, но и так, чтобы Вселенная понимала, дорогая Вселенная, не в не течение лет. 125 лет, в ближайшие годы мы построим здесь потрясающий, удивительный центр, международный центр естественных родов в окружении эко-деревни. Да, для вас всех, дорогие друзья, прекрасный уголок доброты, любви, милосердия, сострадания, помощи и так далее. Ну, что очень важный момент помощи, да, мы хотим, чтобы это был действительно социальный проект, то есть это будет проект за donation, то есть женщины могут абсолютно любым достатком приезжать и рожать сюда. Это не для заработка, не для прибыли, а это для того, чтобы как можно больше детишек на свете появлялось совершенно по-другому. Появлялось мягким путем, потому что для нас мы считаем, что это самое важное, самый важный вклад в развитие вообще всего человечества. Пусть это звучит пафосно. Вот, а сама мне говорила, не говори, Коля, пафосно. Вот. Но это важно. То, как ребеночек появляется на свет, появляется он в любви, заботе, появляется он без страха, без агрессии, сказывается на всю его дальнейшую жизнь. Или мы с вами проживаем нашу жизнь в страхе, обороне, защите, воспринимая окружающее пространство как чужеродное и опасное, или мы с открытым сердцем, с открытой душой принимаем все дары этой прекрасной вселенной. Согласитесь, это два разных пути, по которым может пройти ваш будущий ребенок. Мы за второй, я сбился со счета. Вот. И самое интересное, смотрите, что мы хотим. Мы хотим сделать это максимально публичным проектом, открытым, чтобы за ним следило как можно большее количество людей по всему миру, потому что это может быть интересно и тем, кто хочет аналогичные проекты делать, и пока думает, господи, как такое возможно? Как у меня это же вот ничего сидя нет. Вот с дыркой в кармане, как можно что-то такое масштабное замутить? На данный момент мы тоже не знаем как, но мы приглашаем вас поучаствовать в этом эксперименте и следить за тем, как из ничего, совершенно полного, абсолютного нуля. Мы расскажем вам дальше и о нашем начальном капитале, и о наших идеях, и о всем прочем. Ребята, и, конечно, да, кому интересно, смотрите, тут, прости, пожалуйста, типа, дорогая, перебил. Мы надеемся, что можно будет не только следить, но и тем, кому это откликается, кому это резонирует. Конечно, мы начинаем собирать команду, друзья. С этого момента. Давайте. Да. Вот, поэтому спасибо, что были с нами в первом выпуске. Следите за новыми выпусками.
откроем тайну, они уже были сняты, это несколько, видео не 3, первое. 4, 5. Да. Поэтому мы будем выкладывать все эти видео, все будем рассказывать, показывать. Кому интересно, сразу пишите, будем общаться. Вот, до новых встреч, верьте в нас, мы в нас верим. Вот. Все, пока, до новых встреч, пока, ребят. Чао, чао.